Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Юлюшкин снеговик. Сказка. Девочка Юля очень любила зиму. Она каждый год ждала ее, как невероятное волшебство. Ведь снегопад – это такая сказка. Фантазерка представляла, что там высоко в небе сидит фея снега и достает из кладовки заготовленные белоснежные мешки облаков, под завязку набитые снежинками. Прикоснувшись к ним волшебной палочкой, фея вспарывает облака, и из них, как пух из бабушкиной подушки, высыпаются узорчатые снежинки. Кружась и обгоняя друг друга, они летят к земле радовать девочек и мальчиков, укутывать зябнувшие деревца, укрывать теплым одеялом поля, где в почве крепко спят зерна будущего урожая. Нравилось Юлюшке это предпраздничное время, когда на каждом углу елочные базары, нарядные витрины со снегурочками и Дедами Морозами с разрисованными стеклами. Какое удовольствие девочка получала от похода с родителями по магазинам за подарками. Просто ликовала от счастья. И вот пришла зима. На календаре декабрь, а снега все нет и нет. Теперь она каждое утро вскакивала и мчалась к окну. Как же ей хотелось увидеть двор, засыпанный снегом. Но проходили дни, а снега все не было. Но однажды девочке приснилось долгожданное белоснежное царство зимы. Заснеженные дома, в белом убранстве деревья, сугробы, дети катаются на санках с горок, другие лепят снеговика. Юля проснулась, бросилась к окошку, но ветерок, как и вчера, кружил опавшие листья, мешая дворнику наводить во дворе порядок. Она рассказала сон маме. Мама покашляла, она последнее время часто кашляла, меньше улыбалась, и это беспокоило Юлю, и сказала: «А ты, доченька, возьми, да и нарисуй, что тебе снилось. Помнишь, мы клеили карту желаний? Так хотелось нам поехать на море, и то, что было задумано, осуществилось. Вот и ты теперь нарисуй, что хочется, и все сбудется». Девочка достала гуашевые краски, кисти и бумагу и принялась рисовать. Вот уже появились дома в белых шапках, деревья в белоснежных нарядах. Но тут мама позвала дочь завтракать. Юлюшку окунула хвостик кисточки в воду, отжала и чистую положила на стол. Открыла форточку проветрить комнату и пошла на кухню. На радость маме дочка все съела, сказала спасибо и побежала дорисовывать свою картину. О, каково же было ее удивление, когда она увидела на своем листе веселого снеговика. Да-да, самого настоящего, с носом морковкой, с синим ведерком на голове, с руками из веточек. Никакого снеговика она не рисовала. Юля это хорошо помнит. Она пристально посмотрела на кота. Но Зефир, так звали их пушистого мурлыку, беспробудно спал, свернувшись в белый клубок. «Откуда же взялся тут снеговик?» – думала девочка. А тот, кажется, смотрел прямо на нее, щурил глаза и улыбался. Волшебство, да и только. Не сразу взялась Юлюшка за кисти, но потом все же осмелела. Дорисовала детишек в разноцветных шапках, с санками и дворника с лопатой вместо метлы. Закончив рисунок, повесила на стенку и долго рассматривала. Думала и не понимала, ну откуда же появился этот снеговик? За дверью послышался мамин кашель. Мама вошла и похвалила картину. Особенно ей понравился снеговик. «Снеговичок как живой получился», — заметила она. Юля почему-то не призналась, что как раз снеговика-то нарисовала и не она.
Боялась, что мама ей не поверит. Мама пошла заниматься домашними делами. Папа, как всегда в выходной, что-то ремонтировал. Убрав краски, поиграла с Зефиром. Ходила с родителями на прогулку. Папа говорил, что маме при ее болезни необходим свежий воздух. Семья обедала, ужинала. Ничего необычного больше не происходило. Юля же весь день чего-то ждала. Она чувствовала, что неспроста этот снеговик появился на ее рисунке. Ох, неспроста! Посмотрев перед сном мультик, Юля переоделась в любимую пижаму, приоткрыла форточку и легла в постель. Она всегда спала с открытым окошком. Свет уличного фонаря падал прямо на ее картину. Девочка смотрела и смотрела на этого загадочного снеговика. И тут он ей подмигнул. Юлюшка вначале не поверила своим глазам, но снеговик подмигнул еще раз. «Ой!» – воскликнула девочка. «Ты что, живой?» «Конечно, живой! А ты как думала?» «Да откуда же ты взялся на моем рисунке? Как ты туда попал?» «Откуда? В форточку влетел», – признался он и спрыгнул на спинку стула. «Как?» – заладила. «Как? Я же волшебный снеговик, а послала меня к тебе фея снега с поручением исполнить заветное желание. Есть у тебя такое? Подумай хорошенько. Только одно, но самое-самое. А оно точно исполнится? Непременно, даже не сомневайся». Юля на секунду задумалась. Есть у меня заветное желание. Выкладывай», — снова подмигнул снеговик. «Я очень-очень хочу...» С ее языка чуть было не сорвалось слово «снег». Но что-то удержало, и девочка вдруг выпалила: «Чтобы моя мамочка выздоровела и больше никогда-никогда не болела». «Будет исполнено», – отрапортовал снеговик по-армейски. Приложил руку ветку к шапке-ведру. В следующее мгновение он оказался на подоконнике, неуклюже подпрыгнул и вылетел в форточку. Юлюшка вскочила и подбежала к окну. Из сказочной глубины ночного неба сыпались, кружась, обгоняя друг друга, крупные узорчатые снежинки. Весь двор уже устилал искристый снежный покров. И посреди детской площадки стоял ее снеговик. Он помахал ей веточкой. И тут Юлюшка сообразила, что нужно делать. Включив свет, она сняла свой рисунок со стены и на пустом месте, там, где стоял волшебный гость, нарисовала маму с румяными от морозца щеками. Здоровая и бодрая, она радовалась снегу. На ее ладони падали снежинки. Потом добавила папу и себя, играющих в снежки. Закончив картину, Юлюшка снова легла в постель и тут же крепко уснула. С мыслью о том, что самое главное, чтобы не болели близкие. А идет снег или цветут сады, какая разница? Когда до Нового года оставалось 3 дня, папа притащил елку, да такую высоченную, под самый потолок. Мама достала с антресоли коробку с елочными игрушками. Юля с интересом рассматривала яркие блестящие шары, стеклянные сосульки, забавных зверушек. Вместе с мамой они наряжали праздничную елочку. Девочка тайком наблюдала за своей мамой и заметила, что она совсем перестала кашлять. Значит, не обманул снеговик. Исполнил ее самое заветное желание. Да, такое случается только под Новый год. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.